один из очень серьезных сигналов на завершение движения вверх или вниз. То есть где с большой вероятностью покупатели или продавцы потеряют силу, израсходуют все запасы топлива. Как это можно выразить на графике? И как вы, каждый, кто смотрит это видео, можете на своем экране, на любом инструменте, любом таймфрейме это взять, применить, внедрить. Поэтому обязательно авансом, потому что это видео будет очень полезным. И если вы впервые подписываетесь на канал, давайте работать. Итак, в первую очередь мы хотим видеть сильное движение вверх или вниз, да? То есть так называемый момент, то есть когда рынок бум, взлетел. И сигналом к вероятному развороту будет один из паттернов свечных, который мы как раз называем паттерн истощения. То есть первая единица информации, первый аргумент должен быть моментум вверх, движение вверх. И второе, это цена должна быть далеко от ценности. Вот здесь сейчас я разъясню, потому что у вас сразу вопрос: ценность, кто это, где это? Ценность. То есть цена должна быть далеко от ценности. Чтобы больше узнать информации по поводу ценности, вот здесь видео в правом верхнем углу. Посмотрите, там полный разбор и полный ответ на вопрос, что такое ценность и в чем она может вообще быть выражена, как ее применять в практическом смысле, что я подразумеваю под ценностью. В моем случае зона ценности – это зона, куда постоянно стремится вернуться цена, и вокруг которой происходит движение. И эта зона ценности в моем случае точки волатильности. Видите, белые точки, и вот они черные точки. Вот черные, вот белые. Это точки волатильности. И когда цена удаляется от моих точек, я говорю о том, что цена далеко от ценности. Когда цена возвращается к моим точкам, я говорю, что цена близко к ценности. Когда происходит пробой моих точек, я понимаю, что вероятно дисбаланс в сторону sell в комбинации с другими аргументами. Но для вас может быть другой критерий ценности. Например, трендовая линия. Например, да, вы взяли трендовую линию, сейчас я уберу это и мы разберем. И смотрите, как цена соотносится с каналом. Например, вы взяли трендовую линию, да, вот так прочертили, ну и, соответственно, если она бычья, то все, что у нижней границы трендовой линии, да, это ценность, если она направлена вверх, да? Точнее, тренд направлен вверх. Как только цена ушла от трендовой, это далеко от ценности. Это далеко от ценности. Угу. Может быть другой критерий, например, канал там Кельтнера или какие-то стандартные отклонения, но это уже чуть сложнее, да, для, особенно если новенький трейдер, возможно, вы никогда не слышали, скажем, трендовой. Да, в моем случае точки волатильности я трендовые не использую вообще. Так вот, определились, да, зона ценности. Угу. Теперь, если мы хотим использовать этот паттерн правильно, то мы хотим искать развороты, продажи тогда, когда цена далеко, вот ценность, вот цена, далеко, и чем дальше, тем более вероятен сигнал. Так вот, что за сигнал? Паттерн истощения, P, мы должны увидеть, чтобы открыть сделку. И этот паттерн выглядит следующим образом. Интрига. Этот паттерн выглядит следующим образом. И если цена далеко от ценности, например, рынок бычий, и цена удалилась от ценности, например, от точек белых волатильности вверх, то есть большое пространство есть между ценой и точками. Я хочу, чтобы вы это зафиксировали очень ясно, поэтому повторяю по нескольку раз. Угу. Критерием ценности может быть другой индикатор или другой инструмент, например, трендовая или какой-нибудь Боллинджер, что-то наподобие. В моем случае точки волатильности самый для меня надежный инструмент определения цена-ценность, понятие. Теперь мы хотим вот здесь продавать, мы хотим вот здесь продавать. Далеко от ценности. Мы хотим здесь покупать, мы хотим здесь покупать. Цена далеко
далеко. Угу. Нередко эти удаления носят симметричный характер, равнозначный, когда это расстояние, ну, примерно одинаковое. Это отдельная история для отдельного тренинга. Так какой же паттерн истощения? Почему? Сейчас мы разберем, что за паттерн истощения очень сильный. Почему я так много говорю о вот этих базовых вещах? Потому что важен не сам паттерн. Я знаю сотни, да уже чуть ли не там несколько сотен трейдеров, которые используют вот такую систему, стратегию, сигнал, как угодно это называйте, но теряют так же деньги, как они теряли без этой системы. Почему? Почему? Потому что они применяют этот сигнал или эту систему не в том контексте. У них отсутствует представление или понимание, что такое контекст и какой сигнал в каком контексте принимать. Потому что если вы хотите торговать развороты, вам всегда нужно торговать в одной ситуации, когда цена далеко от ценности. Все. Не застревать вот во флетах, когда там она мельтешит, а когда она резко удалилась. Вот тогда вы будете делать деньги на разворотах. Все. Если вы хотите торговать тренды, то там другие будут критерии. Когда цена близко к ценности, когда она залетела и вернулась к ценности, вот это лучшее место для торговли по тренду. Вот это лучшее место для торговли на разворот. Все, что вам нужно знать в трейдинге. Если совсем базово. Я не беру пробой, это сложно для новеньких, не надо. Коррекция. Вот сейчас у меня, например, пока мы сидели, сигнал появился на sell. Может быть, мы посмотрим в качестве продолжения темы. Угу. Паттерн в определенном контексте. Он выглядит следующим образом. Если вверх, да, тренд, и мы хотим сыграть на sell, чтобы поймать разворот. Мы хотим на топе или по ходу, как цена растет, увидеть вот такой бар. Зеленый. Давайте вот так порисуем. Зеленый бар, бычий тренд, бычий бар. Если вы продаете, бычий тренд, бычий бар. Угу. Очень важно. Свеча будет иметь вот такую форму. Вот такую форму. То есть у нее отсутствует верхняя тень. Она бычья. Зеленая свеча. Да, восходящая. Вот она. Давайте так сделаем. Вот она сразу красивая стала. Да. Отсутствует тень сверху. Свеча зеленая, бычья. Есть маленький хвостик. Маленький хвостик, как у бегемотика. И вот у вас появился этот бар. Вот у вас появился этот бар. Как только он появился, вот это место, где вы начинаете искать продажи, как сразу, то есть агрессивно сразу, так и на первой свече красной, которая закрывает 50% тела бычьей свечи. Это консервативно. Да? То есть два варианта входа: сразу на sell, сразу sell здесь, sell здесь. Угу. Вы войдете чуть дешевле, но с подтверждением. То есть реакция, что здесь действительно есть продавец. Да? Отбой после этой конструкции, после этого price action сигнала. Есть? Еще раз. Главный критерий номер один. Я резюмирую, потом на график посмотрим. Я хочу, чтобы вы это прям четко уловили. Потому что все, чему я обучаю трейдеров больше 7 лет в закрытом чате, на закрытых торгах, в первую очередь это, естественно, психология, как стать увереннее, как повысить чувство компетентности, что ты знаешь, понимание того, где входить, выходить. Ну и, конечно, умение работать с сложными ситуациями, да, когда рынок неопределенный, когда рынок сложный. Как держать фокус, да, и при этом ловить хорошие движения. Все это мы делаем в закрытом чате, и сейчас то, что я вам даю, это как раз цель этого ясность, прозрачность. То есть мы хотим максимально прозрачно подходить к каждой ситуации. Поэтому первое это контекст. Какой здесь контекст для вот этого паттерна? Для вот этого паттерна какой контекст?
бычий взлет, бычий тренд. Например, ваша трендовая вот так идет здесь. Цена ушла от вашей трендовой линии здесь, и вы увидели здесь вот этот бычий паттерн. То очень вероятно, что цена захочет вернуться к ценности. И крайне маловероятно, что тренд продолжится. Угу. Особенно если это движение, еще фишка вам, подсказка, очень крутая. Когда вот это движение, оно занимает меньше свечей, несколько свечей, не 100-200, а, например, бывают вот такие свечи, бам, 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 вот такие шачьи свечи, и она резко ушла от ценности, вот резкая эскалация тренда. Это усиливает продажу наверху. Еще одна фишка, которую вы можете использовать в качестве контекста. Не просто торгуйте паттерн, это не работает, применительно к контексту. Таким образом, рынок резко удалился, увидели паттерн наверху, осыл, пам, шорт. Продаете. Как продаете? Сразу. Еще раз, это не то, что вам надо делать. Берете, тестируете. Не надо мне верить на слово. Берете и исследуете на своих символах, своих инструментах, таймфреймах, смотрите закономерности. Свое исследование проводите. Только так вы станете лучше. А не то, что вы слышали, о, Аркадий сказал, значит, буду так делать. Поэтому первый вариант вы селите сразу, второй вариант вы ждете подтверждения продавца. Угу. Есть еще более консервативный вариант, мы можем дождаться обновления минимума, но это очень поздно. Если вы хотите хорошо торговать прибыльно, вам нужно входить вовремя и с меньшим количеством подтверждений. Слишком большое количество подтверждений оттягивает вход и только деморализует. То есть вы ждете, сейчас еще минуту, она пошла уже, и ты уже весь потек, поплыл. Нужно входить вовремя, агрессивно, когда идеальная ситуация. Агрессивно, не надо там много критериев навешать. Теперь стопы. Где мы ставим стопы в таких ситуациях? Стоп-лоссы, где мы ставим? Я рекомендую всем трейдерам ETR взять за основу для стоп-лоссов. Период либо 7, либо 13, стандартный, по-моему, 13-14, я обычно беру 7 период. И его значение на момент входа, ну, например, средняя волатильность за последние 7 свечей, ну, сколько? Ну, например, 10 пунктов, скажем, да. Умножать это значение на 3, таким образом стоп ваш будет 30 пунктов от точки входа. Здесь вы вошли, 30 пунктов вверх стоп. Take profit, здесь уже вариантов масса. Это может быть по соотношению, например, если вы говорите, у меня соотношение, которое я ставлю 1 к 2, да, стопа к тейку. То есть если 30 пунктов, то 60 ТП будет. 60 пунктов. Второй вариант это от структуры. То есть если я здесь продал, где моя структура или где моя вот эта трендовая линия. Там будет мой take profit, например, трендовая линия. Или, по-другому скажу, зона ценности. Потому что она же разная, может быть, зона ценности. Есть, да? Отлично. Теперь давайте смотреть на паттерн. Вот один из примеров, как это выглядит на графике. Видите, вот эта свеча без хвоста наверху, с небольшим таким, как мороженое. Ну, ассоциации, как этот лакомка, я не знаю. Придумайте сами, что это такое. Есть, да? Просто чтобы у вас всплывали ассоциации. Это очень удобно мыслить именно таким образом. Вот этот бар. Вот здесь вы селите сразу, либо ждете пересечения половины и селите потом. То есть ждете продавца здесь. Но теряете деньги. Если вы здесь селите, ваш стоп, например, здесь, ваш первый тейк здесь. Почему? Потому что это зона ценности, куда цена вернется и может отскочить или даже пойти дальше. Заряжайте лайк и встретимся в новых тренингах. Если хотите подключиться к моему закрытому чату, к торговле по сканерам, онлайн торговле, все внизу под видео, подключайтесь и до встречи онлайн. Пока.